Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это настоящие новости страйкбола. Поехали! Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Начать хочу с полустрайкбольной новинки. Почему полустрайкбольной? Ну, потому что наполовину она страйкбольная, а наполовину она, наверное, даже киношная. Есть такая мастерская De-Arma. Так вот, они занимаются тем, что делают пулеметы, стреляющие по системе газ-шутинг. Если по-простому, это когда за счет газов создается имитация настоящих выстрелов со вспышкой. Например, они сделали миниган, стреляющий по такой системе. Зачем это нужно? Ну, например, для зрелищных шоу, реконструкций или, например, даже для кино. Нет, вы просто посмотрите сами. Так вот, эта самая мастерская сделала страйкбольный корд с системой газ-шутинг. Внутри этой махины установлен фрезерованный гирбокс, хоп-ап и стволик. Ну и система газ-шутинга. То есть он стреляет страйкбольными шарами и при этом эффектно со вспышкой и хлопками бахает. Говорят, на его производство было потрачено более $250 000 рублей. При этом сама стрельба из такой штуки обходится куда дешевле. Например, 70 тысяч холостых выстрелов обойдутся примерно в 500 рублей. А с шарами, ну, прибавляйте стоимость шаров. Прямо вчера начался первый этап ежегодного международного голосования Airsoft Player Choice Awards, в котором игроки со всего мира предлагают номинантов в 26 категориях. В прошлом году, благодаря вашей поддержке, наш канал был признан лучшим в номинации «Лучший видеоканал про страйкбол». В этом году, несмотря на всякие пандемии и катаклизмы, мы старались оправдать возложенное на нас доверие и действительно много работали над повышением качества контента, качеством картинки и, насколько это возможно в условиях 2020 года, регулярностью выхода новых видео. В этом году я также на вас надеюсь и буду очень благодарен, если вы поддержите нашу группу ВКонтакте и этот YouTube канал в номинациях «Лучшие неанглоязычные новости» и «Лучший видеоканал про страйкбол». Шаблон и все ссылки для удобства я оставил в описании. В прошлые выходные в Екатеринбурге прошел первый турнир в формате Speedsoft Россия. И мы приняли непосредственное участие в организации этого мероприятия. Хотя, что я вам рассказываю, если вы и так смотрели трансляцию на нашем YouTube-канале. А если не смотрели, то бегом смотреть. Запись трансляции есть в открытом доступе, вот прямо по ссылке. Как оказалось, вживую Speedsoft — это очень зрелищное направление спортивного страйкбола. И в него не только интересно играть, но и смотреть. Вы только посмотрите, что вытворяли на площадке парни и девчонки из команды Ares. Шучу, Ares. Так как событие вызвало интерес и вопросы у целой кучи народа, мы решили подтянуть эту тему информационно и запустили группу Speedsoft Russia. Ссылку на группу я опять же оставил в описании, там будет вся информация по соревнованиям, а также Speedsoft командам из России. Пользуйтесь! Кстати, специально для дисциплин, где часто используется пистолет, например, Action Air или тот же Speedsoft, производитель российского газа FL выпустил специальную версию газа с пониженным содержанием силикона. По задумке, с таким газом лучше работает хоп-ап, и как следствие пистолет стреляет точнее и стабильнее. Однако не стоит надолго оставлять магазины, заправленные таким газом, так как без силикона уплотнительные резинки высыхают быстрее. Если вы решили оставить пистолет на хранение на длительное время, то рекомендуется использовать специальный консервационный газ с повышенным содержанием силикона. Зачем тогда нужен стандартный газ? Стандартный газ — это некий компромисс между работой хоп-апа и возможностью на длительное время оставить заправленный магазин. Компания Combat Union не так давно показали готовую версию новой камеры хоп-апа для АЕК-версий пулеметов ПКП-ПКМ от АНК и похожих конструкций. Называется камера хоп-апа ПКМ Ковров. Кстати, почему? Как и другие хопы от Combat Union, новинка сделана из алюминия марки D16T на ЧПУ станке.
Производитель говорит о том, что от новинки стоит ждать хорошей компрессии и хорошей подачи шаров. Ценник, кстати, не такой большой для такого изделия. 3300 рублей это вполне гуманно. Еще одна хорошая новость для пулеметчиков, на этот раз темной стороны. Мастерская Centurion Workshop закончили работу над вставкой в короб от оригинального короба МГ-3. Новинка вставляется в короб без каких-либо доработок. Из функционала есть регулировка скорости подачи шаров. Конструкция подразумевает отдельный отсек для размещения аккумулятора. Обещанный ценник 3800 рублей. Компания Stitch Profi запустила новую линейку снаряжения с системой крепления Molly-. Основные элементы снаряжения выполнены из сквадрона путем нарезки лазером. Это позволяет делать более легкие, прочные, цельные и технологичные конструкции с наименьшим количеством швов. Помимо платформ в виде бронежилетов, нагрудников и боевых поясов, в линейке есть полный набор подсумков, которые также выполнены по этой технологии. Таким образом, получается, что Stitch Profi это первая российская компания, которая сделала всю линейку снаряжения в минус Molly. Совсем скоро вся линейка будет доступна к покупке на сайте Stitch Profi. Цены обещают не выше, чем на основное снаряжение из кордуры с привычными стропами. Вы, наверное, уже заметили, что почти вся линейка уже у меня в студии, а это значит, что в ближайшее время стоит ожидать видео, в котором мы будем собирать комплект на основе этого снаряжения. А еще, по инсайдерской информации, эта снаряга будет участвовать в распродаже в ближайшую Черную пятницу в интернет-магазине Stitch Profi. Наконец подтвердилась информация, что Arcturus работают над своей АЕК-версией PP1901 Витязь, и даже появилось фото пока еще не собранного прототипа. По словам самих Arcturus, их версия будет достаточно точно копировать огнестрельный прототип, что должно несомненно радовать любителей копийности. В базе будет установлен роторный хоп-ап и гирбокс с электронным спуском и возможностью быстрой замены пружины. Насколько я понял, система быстрой замены пружины будет реализована точно так же, как на АК-12 от Arcturus. И точно так же, как у АК-12, корпус будет стальной, а ствол алюминиевый. Это нужно, чтобы обеспечить более сбалансированную развесовку. Компания Ares показали новую линейку приводов M-серии с говорящим названием Mutant. Так же, как и у Amoeba, корпус у Mutant сделан из полимера, но в отличие от Amoeba конструкция тут более монолитная, и люфт в районе стыка корпуса и цевья должен отсутствовать. Еще одной фишкой этих приводов является возможность быстрой замены цевья и даже внешнего ствола без инструментов. Это может пригодиться в следующем случае, если вы сделаете для леса протюненный привод с длинным стволом и, меняя ствол с длинного на короткий, вы можете уменьшить выхлоп для CQB. Внутри, кстати, обещают усиленный EFCS гирбокс, видимо, как раз с расчетом на тюнинг. В продаже эти привода можно ожидать в конце этого года. Не знаю почему, но британский bullpup карабин L85A3 становится очень популярным у производителей. Вот и Ares обещают начать продажи своей версии этого карабина уже к концу этого года. А еще Ares начали продажи своей версии быстрого лоудера для магазинов М4 серии. Очевидно, что при создании они были очень вдохновлены славой оригинального лоудера от Odin. Главное отличие версии от Ares это то, что лоудер в качестве емкости для шаров может использовать любые PET-бутылки. При этом в раздельном от бутылки виде лоудер занимает заметно меньше места. Обещанный ценник $25. Что там у нас по новостям про моторы для АЕК-приводов? Как ни странно, на эту тему целых две новости от целых двух производителей – G&G и King Arms. G&G обновили линейку моторов для своих приводов тяговым мотором Basilisk на 17 тысяч оборотов в минуту и скоростным мотором Talaria на 40 тысяч оборотов. Каждая из моделей будет выпускаться в версии с длинным и коротким штоком. Тем временем King Arms решили, что могут в инновации, и выпустили новую линейку моторов с вентилятором, который по задумке должен снизить нагрев или, если вам угодно, улучшить охлаждение до 45%. Линейка состоит из трех моторов – скоростного, тягового и супертягового. Возникает только вопрос, не будет ли этот самый вентилятор втягивать пыль в мотор или в гирбокс. А еще где-то я такой мотор уже видел. Если вы вдруг являетесь счастливым обладателем Chris Vector от Крайтак и не прочь поиздеваться над внешкой вашей страйкбольной игрушки, то у Laylex есть что. Например, новые M-Lock цевья из линейки Glaive, выполненные из алюминиевого сплава.
Есть три варианта, которые отличаются по длине и цене. XS длиной 77 мм и ценником в 9400 рублей, S длиной 157 мм и ценником 10300 рублей и XL длиной 357 мм и ценником аж 15800 рублей. Хотел пошутить на тему, что боюсь представить, как будет выглядеть XXL, но понял, что не боюсь, потому что уже видел. А вот что происходит в головах у создателей такой штуки, это реально страшно. ICS выкатили линейку быстросъемных компенсаторов для приводов М4 серии. По формату супрессоры, очень похожи на изделия от CATS, но с маркировками от ICS. Новинки доступны в двух размерах, короткий и длинный, и двух цветах, черный и тан. В своем каталоге ICS намекнули на целых 3 новинки, которые мы увидим в следующем году. Это 2 ГББ пистолета и, похоже, спринговая снайперская винтовка в компоновке Bullpup. Свои предположения, что конкретно это будет, можете написать в комментариях. Компания Avengers Airsoft выпустили страйкбольную реплику магазинов от ETS для R15. Новинка выделяется прозрачным корпусом, за счет которого вы видите, сколько шариков осталось в магазине, и креплениями, которые позволяют сделать из магазинов спарку без использования сторонних приспособлений. Интересно, как такие магазины с точки зрения удобства, потому как аналогичные магазины от G36 с таким креплением постоянно цепляются за подсумки. Кстати, новинка выпускается как в варианте механического магазина на 150 шаров, так и в виде бункерного на 370 шаров. Обещанный ценник $15. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях и не забыть поддержать нас в голосовании. С вами был Евгеньевич, до скорого!